Так, все, мы в эфире на всех трех платформах, на которых обычно в последнее время и вещаем. Так что я напоминаю, что нас можно смотреть на YouTube, нас можно смотреть на Facebook, и нас можно смотреть даже на Twitch. Тем, кому недоступен YouTube или Facebook по разным причинам, могут смотреть нас на Twitch. Говорят, на Twitch качество трансляции даже лучше, изображение, картинка. Мы там более молодые, даже с Борисом Савичем выглядим более молодыми на молодежной платформе. Вот, так что, ну что, 7 часов вечера, четверг, 8 мая, а это значит, что мы с Борисом Савичем Юровским традиционно раз в 2 недели по четвергам. И сегодня Борис Савич отвечает на вопросы. Так что, и начнем мы сразу с вопроса в чате, раз Эмрине нам написал. Эмрине. Вот никак не могу. Вы мне напишите в транскрипции, как вас зовут, а то как-то неудобно. Постоянно на вопросы отвечаем, а мы не знаем, как вас правильно величать. Ну итак, вопрос в чате. Номер 1. Вопрос, читать буду долго, потому что вопрос длинный. Имрайн. Окей. Значит, будет Имрайн. Я запомню и теперь буду знать. Райт, правильный, да? Имрайн. В общем. Итак, наш зритель Имрайн спрашивает. Вопрос длинный, читаю полностью, запаситесь терпением. Всем привет. Хочу задать Борису Савичу один онтологический вопрос. Является ли капитализм идеологией? Если нет, то капитализм это больше, чем идеология или меньше? Является ли идеология плановая экономика? С учетом моего вопроса Владимиру, я так понимаю, Золотареву про СО2, добавлю ехидности. Является ли идеология вера в неисчерпаемость природных ресурсов? Является ли идеологией экономика? Идеология – это социополитическое явление. Капитализм – это экономическая система. Экономическая система – это точно про социум. Но требуется доказать, что экономика имеет отношение к политике. Это все, да? Да. Ага, ну, поскольку начали с приветствия, давайте я более серьезное приветствие сделаю сегодня, как-никак, день окончания Второй мировой войны, день, когда был подписан акт о капитуляции. Его отмечают во всем мире, ну, за исключением известной группы стран под лозунгом «это не должно повториться». Ніколи знов по-украински будет, так? Вот поэтому с этим я всех приветствую. Понимаю, что, наверное, там у тех, кто живет в Москве, там и наши зрители, там, у них будут завтра проблемы там со связью, там обещают, да? Поэтому пусть подключаются сейчас, смотрят сразу. Вот, смотрят пусть лучше нас, чем вот это вот как бы безобразие, которое в очередной раз собирается устроить этот правитель. Ну, а что касается вот этого молодого человека, который задает такие сложные вопросы, по сложности вопроса видно, что он молодой. Вот, я хочу сказать, что, собственно, зачем он задает, он же сам все знает, он же на все уже там сам и ответил, поэтому раз он так считает, наверное, с его точки зрения, так и правильно. Общественные явления же настолько сложны, это же, дорогие друзья, как бы не физика, есть известный такой исторический анекдот. Вот я его слышал несколько раз, от Павла Галусанов даже в своей книге он написал, что Макс Планк, известный физик, он же закончил сначала в университете экономический факультет, но и посчитал, что экономика настолько сложная наука, что он лучше займется теоретической физикой. Вот, как говорится, не потянул на экономику, а там достиг выдающихся феноменальных результатов. Поэтому экономика явление очень сложное. И здесь, в отличие от физики, нельзя вот так вот однозначно все сформулировать. Вот это давайте будем из этого исходить. Поэтому, когда мы говорим о капитализме, то мы, конечно, как приверженцы, как стараюсь быть добросовестным учеником австрийской школы, мы исходим тут из взглядов Фридриха фон Хайека, который эти вопросы очень глубоко исследовал. Он называл капитализмом некий спонтанный порядок, то есть правила, по которым живут люди, которые и спонтанны почему? То есть он возник не в результате какой-то идеологии, и не было там и никакого революционера. Это потом уже Карл Маркс рассказывал, что формация одна сменяется другой, была буржуазная революция и так далее. Капитализм возник без вот этих вот безобразных событий, которые происходили там в Лондоне сначала, потом в Париже, когда королям головы рубили. Не в этом как бы суть. А это возник порядок, который исходил из того, что в основе всего лежит частная собственность.
на средства производства прежде всего, потому что это важно, частная собственность, в общем-то, на предметы потребления особенно никем не оспаривалась никогда. Даже в Советском Союзе ее называли, правда, личной, но, в принципе, это частная собственность, индивидуальная собственность, по-другому называют. Дело тут не в терминах. Поэтому он сам возник в результате эволюции, в результате того, что именно идеологии какой-то по его построению не было. А вот в процессе его формирования различного рода философы и экономисты стали пытаться сформулировать его основные черты. И тогда возникла та идеология, которую мы называем классический либерализм. Что значит идеология? Это определенная система взглядов, философских и больше всего, значит, политической философии, то, что мы говорим, и экономических. И вот так возникла идеология классического либерализма. Вот она, здесь Людвиг фон Мизес, думаю, лучше всех написал книгу «Либерализм», в которой он, в общем-то говоря, все это описал. Если уже говорить более подробно, то это нужно готовить специальную лекцию на это. Я очень не люблю отсебятины, можно будет привести примеры. Я думал, честно говоря, что у наших слушателей уже с этим вопросов нету никаких. Итак, капитализм – это правила определенные, расширенный порядок, по которым живут люди. В результате частной собственности и отсутствия вмешательства в их деятельности возникает вот такой процесс, который мы называем рынком, то есть основным элементом которого является косвенный обмен, то есть обмен через использование такого инструмента, средства обмена, как деньги. Вот. Без этого инструмента трудно было бы этому рынку возникнуть. Но деньги возникли гораздо раньше, поэтому их потом просто использовали. Конечно, для того, чтобы этот капитализм себя проявил, нужны были выдающиеся открытия не столько научные, сколько технологические. Вот. И то, что принято называть у нас промышленной революцией. И начинают спорить, что у нас первично, что вторично. Может, там идеология либерализма первично вот придумали тогда и стало вот это все происходить. Или, может быть, там открытие инженеров и ученых здесь первичный. И это все происходило спонтанно. Они не думали о том, что есть какая-то идеология либерализма, они хотели, грубо говоря, заработать денег. Да? Потом подключились юристы, стали находить способ оформления определенного вот этого расширенного порядка, чтобы можно было людям договариваться, и понятно, как договариваться, возникли определенные формальные правила. Возникали они через судебный процесс, вот и так далее. Так вот возник то, что мы называем капитализм, идеология либерализма. Тут же стали появляться другие идеологии. Они возникли именно благодаря чему? Потому что уровень жизни благодаря капитализму стал настолько высок, что появилась большая прослойка людей, которые могут, извините меня, грубо говоря, ни черта не делать, а рассуждать на то, что мир устроен неправильно, и надо бы этот мир переделать. И вот так стали возникать вот эти вот коллективистские идеологии, которые французы назвали ее коммунизмом. То есть коммунизм, социализм фактически, если вот так сказать, это одно и то же, потому что и то говорит о неком обществе, да, в котором вот царит именно коллективный, так называемый коллективный интерес, а вовсе не интерес отдельных людей. И вот тогда уже, как они считали, вот тогда будет общество лучше, да, и начинали строить на этом, как бы, я не буду сейчас всех перечислять, как бы, предшественников, всем нам хорошо известного Карла Маркса, которые уже вместе с Энгельсом, они попытались оформить все вот эти вот свои рассуждения их предшественников в какую-то такую более-менее стройную систему. И вот после этого уже последователи Карла Маркса, прежде всего это товарищ Ленин, который очень не любил фракционную работу, он четко определил, что есть абсолютно правильная линия, да, в Советском Союзе, или тогда она еще была Советская Россия, существует только две партии. Одна правит, другая в тюрьме сидит. И та, которая правит, она знает, как правильно. Вот она правит, она знает, как правильно. Вот у них вот эта вот идеология, и кто этой идеологии придерживается и повторяет все,
Ну вот он и является последователем этим идеологии. Остальные оппортунисты, ревизионисты, уклонисты, ну, короче говоря, враги народа. Вот поэтому, дорогие друзья, вот к этим вопросам идеологическим надо относиться очень трудно, когда вы очень аккуратно, когда вы считаете, что есть какая-то абсолютно правильная точка зрения в какой угодно идеологии, в какой угодно политической философии, то вы фактически становитесь как бы последователями даже не Маркса, а товарища Ленина. Маркс, он, в принципе, дискуссиям был как бы готов, он ничего против них как бы не имел, а Ленин понял, что если будут дискуссии, то ничего он, так сказать, не добьется. А как надо себя вести? Ну, позвольте анекдот советских времен расскажу, чтобы как-то эту ситуацию расслабить. Вызывают в партбюро товарища Рабиновича и говорят: Рабинович, допускали вы колебания от линии партии? Рабинович отвечал: колебался вместе с линией. Вот линия колебалась, и вы колеблетесь. Сегодня вы так считаете, как бы. Вот это человек, который задал вопрос, насколько я понял, он считает себя последователем Кропоткина, анарха, коммунистам. Ну вот у анархо-коммунистов не получилось так вот, как у товарища Ленина, четко сформулировать идеологию, потому что они все время, эти анархо-коммунисты, они шатались, вот то они как бы примкнут к Ленину, то они что-то свое пытаются делать, вот тут как бы, ну, Махно, он был практик, у него там Волин был такой главный идеолог, который типа пытал, ну, типа идеолог, потому что четко они, конечно, сформулировать ничего не могли. Поэтому вот это что касается идеологии. А там еще вопрос, является ли экономика идеологией, что ли? Нет, ну, что значит экономика? Вот, это, под этим термином можно понимать что угодно. Очевидно, человек имеет в виду определенная экономическая наука. Так, в экономической науке есть разные взгляды. Вот. Это не идеология, это наука, потому что, вообще-то говоря, идеология – это нечто нормативное. Идеология знает, как правильно. Наука не знает, как правильно, она описывает то, что есть. Вот. А уже идеологи на основе этой науки потом начинают делать так вот: хорошо бы нам вот сделать так, чтобы было централизованное планирование, вот он спрашивает, да. Централизованное планирование, тогда рынок нам не нужен. Зачем нам этот, понимаете, рынок? Мы будем четко знать, кому что поставлять и так далее. У меня много есть видео на эту тему, я повторять не буду, если есть интерес, это надо все от начала до конца рассказать. И как это в Советском Союзе работало, я что работал в плановых органах разных уровнях, знаю, что это такое. Вот поэтому, вот, пожалуйста, они такой сделали вывод. Другие сделали другой вывод, что наоборот. Вот, нужно, чтобы государство абсолютно не вмешивалось. Есть серединный метод, говорит, нет, говорит, пусть оно вмешивается, но пусть оно вмешивается как бы вот умно, и будет оно, вот будет какая-то конвергенция. То есть мы чуть-чуть капитализма возьмем, чуть-чуть социализма возьмем и получим то, что Мизес называл интервенционизмом. Да? Ну, другие, в частности, Хоппе, он этот термин не любит, он тоже говорит, что это вид социализма, социал-демократический социализм. То есть есть вот плановый социализм коммунистический, да, это его основа. Он фактически на взглядах Маркса основан. И есть вот такое вот, ну, это основа вот, взглядов, если брать вот теоретиков того времени, ну, это Плеханов, это Мартов, вот они как бы вот так вот считали. Это определенные люди периода так называемого НЭПа, когда Ленин понял, что труба завтра вообще повесят за одно место. Ну, давайте, говорит, что-то мы им тут вот разрешим. Остались ли у нас какие-то специалисты по рынку? Остались. Ну, давайте их вытащим. Пусть они пока поработают. Ну, потом их всех расстреляли, понятное дело. Практически всех. Вот. Ну, вот я не знаю, наверное, уже... А что-то там он еще про СО2 спрашивал? Или это уже не меня касается? Ой, у нас Борис Савич куда-то пропал. Сейчас. На самом интересном месте. Ничего, сейчас вернется, я думаю. Так, сейчас я наберу Бориса Савича, посмотрим, что у нас произошло.
Это у Бориса Савича отключился свет на минуту. Сейчас он к нам возвращается. Сейчас. Сейчас к нам вернется Борис Савич. О, есть, все, вернулся. Да, я вас Да. вижу. Я вот надеюсь, и меня уже тоже Да, вас уже тоже видно и слышно. все видят. Так что там еще какой-то был вопрос. Там был вопрос, является ли идеологией вера в неисчерпаемость природных ресурсов. Но это не идеология, это система взглядов, а это один конкретный вопрос сегодня. Это просто вера и есть вера. Вот. А она может быть встроена в какую-то общую идеологию. Ну, в моем представлении те люди, которые утверждают о том, что природные ресурсы неисчерпаемы, так их взгляды основаны не на вере, а основаны на фактах. Вот. Ну, такие взгляды у людей. Это частный вопрос, важный, но это не идеология, это не общая система взглядов, как должно быть устроено общество. Поэтому, так что я не думаю, что стоит считать. Идеология вообще, говорит, позвольте дать совет, я думаю, что вот рассуждать на такие вещи, что идеология, что не идеология, это, как говорится, малопродуктивный процесс. Лучше вот заниматься действительно конкретными вопросами экономической науки или действительно того, что мы называем политической философией, на основе которой строятся потом вот эти вот идеологии. Сам я идеологию очень не люблю. Вот. А взгляды философов – это хорошо. Другое дело, что идеология нужна кому? Нужна этатистам, которые хотят на ее основе потом управлять миром. А миром управлять не надо. Вот. Миром управляют законы, если можно так выразиться, конечно, это тоже не совсем четкое выражение. Законы, объективные законы физического мира и общественного развития. Вот тут тоже можно разводить как бы философию на пустом месте, вот, что значит естественно оно, или возникло эволюционным путем, или оно там божественное, это вопросы мировоззренческие, но к нашей, я думаю, теме прямого отношения не имеют. Не так важно, эти законы существуют, ну, и все, можно тут только на Фому Аквинского сослаться, известного философа, который он говорит, да, понятно, божественные законы, но разумом вы тоже можете их открыть, поэтому не расстраивайтесь, можете и так открыть. Так что вот я думаю, давайте мы перейдем к следующему вопросу. Просто этот вопрос подводит наш друг Имрайн к тому, что почему ни один анархокапиталист не называет анархокапитализм идеологией. Вот он... Ну, в моем представлении анархокапитализм не является идеологией. Если можно что-то говорить об идеологии, так это либертарианство, то есть это система взглядов. Она более-менее сформулирована Мюрреем Ротбардом, да, к сожалению, вот, ему не были отпущены такие долгие годы жизни, и там, как говорится, много вопросов, которые он не успел сделать дальше, как бы его последователи, ну что-то мы там пытаемся сюда включить. При этом надо понимать, поскольку, когда мы говорим об анархокапитализме, то есть термин такой, как бы, ну, если можно так выразиться, прикольный, да, на молодежном. То есть это мы говорим о том, что не нужно управление государственное. Вот. В том виде, в каком мы... Это надо объяснять опять, что такое государство долго и нудно. Это же не значит, что хаос, как говорится. Это не хаос. Потому что право будет существовать, и будут существовать органы, которые будут рассматривать правовые вопросы, и кто-то будет заниматься исполнением этих решений. Поэтому никакого хаоса там не будет идеологически. И дальше это частная собственность. Почему мы говорим капитализм? Потому что основа капитализма – это частная собственность. Но капитализм, так как он сформировался, он сформировался при минимальном государствах, в основном монархических, потому что когда прошли эти буржуазные революции, появились так называемые парламенты, да, то есть болтологические органы, они благополучно заболтали капитализм и стали его превращать в интервенционизм, а где-то и просто плановый социализм. То есть вот я так говорю, вот как важно, мы говорим, идеология либертарианства устраивает очень хорошо.
Общественная система, расширенный порядок, который был бы, соответствовал бы этому и этой идеологии. Анархокапитализм можно создать. Другое дело, что все происходит мы вспоминаем опять теорию Хайека, оно происходит спонтанно, а не по замыслам каких-то идеологов. Мы можем что угодно тут, и мы, и кто-то там еще, я совсем великие, что-то начинать делать, но все равно получится так, как получится, а не так, как они запланировали. Вот что мы должны понимать. Потом построить какое-то общество, не коммунистическое, не анархокоммунистическое, не там еще какое-то нельзя. Оно не строится, оно возникает в процессе общественного развития. Осуществляется оно спонтанно. А тот, кто пытается что-то сделать, у него возникают непреднамеренные последствия. Вот. И его взгляды Хайек называл гибельной самонадеянностью. Можно даже, наверное, мне тут люди, владеющие немецким языком, сказали, что надо переводить более адекватно будет преступная самонадеянность. То есть те, которые начинают вот это вот лезть в процесс общественного развития, они преступники. Вот. Ну, наверное, это тоже правильно. Ну, у некоторых, на некотором историческом периоде получается. Строили ну, получается, новую да. общность, советский народ вместе с новым человеком. Он теперь Россия расхлебывает до сих пор. И нам, вот и нам жить не дает. И мы тоже, да. И вот как чебурашки там строили, наконец построили. Вот, пожалуйста, заходите. Только никто не хочет к вам заходить. Тогда мы их насильно, как песня была такая студенческая, а мы его по морде чайником, да. Вот и все. Да. Ладно. Переходим к следующему вопросу. Это вопрос тоже из чата, правда, не из этого стрима. Я его уже задавал, сразу предупреждаю, и Михаилу Чернышеву, и Владимиру Золотареву. А теперь мы его зададим Борису Савичу Яровскому. Как так получилось, что я его не видел, если я не слышал их ответ. Ну так в этом вся и прелесть, то что никто не слышал. Мы же все люди творческие, мы же чужие стримы не смотрим. Мы же сами творим. Мы же сами творим. Зачем нам смотреть чужие? По возможности. Да ладно, я шучу. На самом деле. Итак, вопрос. Объективисты особенно говорят о том, что мораль первичнее экономики. И что для анкапов мораль не важна. Что для анкапов первичнее всегда экономика, а мораль потом сама построится. Вот как таким отвечать? Вот такой у нас вопрос. Ну, во-первых, не надо ничего им отвечать, потому что не заводите споры, они ничему не приведет. Насколько я понимаю этот вопрос, тут человек, который его задал, тоже, наверное, молодой, он, наверное, слушал последние лекции Усанова об объективизме, то есть о философии, которая считается философией Айн Рэнд. Айн Рэнд считал себя философом и предложила вот такую систему взглядов, которую она назвала объективизм. Тоже она такой труд философский не написала, поэтому мы ее взгляды, якобы ее взгляды, знаем вот в изложении там других людей. Вот так это она считала или не так. У нее очень много разных статей. Статьи такие полемические. Она прекрасный писатель, очень образно пишет, и поэтому вот так вот. Я бы не сказал, что у Айн Рэнд, насколько я ее знаю, честно скажу, я не любитель такой литературы. Вот, конечно, я себя заставила кое-что из ее вот этой про Атланта прочитал. Но я не любитель беллетристики. Вот. Но статьи я ее больше читал. Вот. И могу сказать, что я не считаю, что она считала, что тут вопрос стоит по принципу, что первично, что вторично. Она просто подчеркивала очень важность морали. И вот в известной мере, как говорят, у нее была полемика с Мизисом, потому что Мизис в своей книге, он как экономист, он вопросам морали мало уделял внимания. Он говорил, что существует общественный порядок, и действуя в своих интересах, достигая своих целей, индивид не должен действовать таким образом, чтобы разрушить этот порядок. Порядок этот нельзя разрушать. Поэтому я бы не сказал тоже, что если считать, что анкапы, они выходцы из взглядов Мизиса, да, вот, то я бы так не считал, что считает, что не нужна мораль. Тем более, если считать самым главным анкапом Мюррея Ротбарда, да, так он наоборот рассматривал систему права
то есть как определенных правил жизни, состоящие как бы из двух корпусов. Есть как бы те предписания, которые мы условно считаем законом, то есть за невыполнение которых следует наказание, и те, которые мы считаем моралью, за которые следует порицание. То есть за них не применяют какие-то вот конкретные. Потому у него очень интересные рассуждения на том, что есть обещание, а есть обязательство. Вот за обязательство, значит, как говорится, ты получишь финансово или по-другому. А обещать не значит жениться. Ну, пообещал, ты не выполнил, ну, ты плохой человек. Ну, ничего за это тебе нельзя сделать, потому что тут нет имущественных отношений. Поэтому я бы сказал, что вот этот вот вопрос о каком-то тут споре, он надуманный. Так могут спорить между собой люди, которые ни Айн Рэнд до конца не знают, ни Ротбарда до конца не знают. Вот это мое представление, вот, поскольку я слушал лекцию Усанова на эту тему, тоже не все, конечно, но знаю его взгляды на этот счет и достаточно неплохо знаком с трудами и Мизеса, и Ротбарда. Я нигде не вижу, даже у Мизеса, чтобы он считал, что мораль каким-то образом вторична. Он говорил об общественном порядке. Иногда он и термин мораль употребляет в своих терминах, а Ротбард, так он, понятно, многие говорят, что, мол, не все дописал. Ну, конечно, но он сформулировал основные вот принципы, которым человек, который считает себя либертарианцем или анкапом, он против него как бы никак не пойдет. Самопринадлежность и запрет на агрессивное насилие. Там тоже будут дискуссии, что есть насилие и так далее. Там вопросы всегда будут политической философии. Разные взгляды будут обязательно. Повторюсь опять, это только у коммунистов бывает только одна единственная правильная линия, да, и положено с этой линии колебаться. А у всех других будут разные взгляды. Важно, что основа, я надеюсь, вот у меня принципиально взгляды мало отличаются от тех уважаемых людей, о которых вы сказали. А какие-то отличия, конечно, будут, а как по-другому. Ну, ведь коммунизм в последнем разливе – это ж религия, а не научная какая-то. Ну да, а идеология всегда так или иначе превращается в религию. Причем тут, опять же, а как только появляется религия, если мы говорим вот не о мировоззренческих вопросах, а вот чисто формальных, то там тоже начинаются сразу появляться расколы. Есть православные, есть католики, это первое. Там дальше пошло огромное количество. То есть всегда споры есть. В исламе точно так же. В иудаизме это вообще сплошные споры. Вот то, что знают Талмуд, огромный многотомник, это что такое? Это трактаты, это споры людей по разным вопросам. То есть тогда, когда они как бы подготовленные даже в вопросах религии, то есть они понимают, что тут тоже надо проводить дискуссии, однозначного тут так уж не так уж много. Вот. Ну, у них есть определенные принципы, вот они из этих принципов исходят. Мы говорим об экономической науке, она отличается от наук, изучающих физический мир материальный, хотя тут уже понятно, что те же физики, они очень хорошо показали, что материя, она как бы превращается в энергию, и там уже тоже как бы возникает очень много вопросов уже вроде как бы и нематериальных. Но каждая наука формулирует какой-то свой предмет. Вот. Мы прежде всего занимаемся вопросами экономики и построенные на ней определенных взглядов политической философии, которые вытекают из праксиологии, как науки о человеческой деятельности, и как каталактики науки об обмене. Вот. И дальше на основе этого можно представить себе, как можно было бы построить вот общество. Но если говорить об общих принципах права и морали, там, конечно, должны подключаться и люди, которые серьезно этими вопросами занимались. Как же в первом вопросе мы вспоминали, значит, анархокоммунизм. Я Кропоткина Петра Алексеевича ни в коем случае не отбрасывал. У него очень много глубоких очень мыслей по поводу организации. Другое дело, что они все споткнулись на том, что частная собственность их, видите ли, не устраивала. Ну, что же делать. Так вот бывает.
Вот, ну, вот и, наверное, я бы глубже бы и не отвечал. Дальше этот вопрос надо либо конкретизировать и разбирать взгляды Айн Рэнд, что она там, так сказать, не нравится. А почему надо спорить так уж сильно людям, которые считают себя анкапами, с представителями объективизма. Айн Рэнд, я, честно говоря, как бы не пойму. Вот. Да, Рэнд спорила, ругалась, все. Но такой характер был у нее. Ротберг тоже был, что называется, не подарочек. Вот они там поссорились между собой. Больше там, думаю, споры, больше личный характер носили, нежели характер взгляда. Рэнд считала, что Ротберг там многое у нее переписал, а теперь стал называть это анархокапитализмом, а надо это называть объективизмом. Айн Рэнд считала, что государство должно быть в минимальном уровне. Да, я приписывал. Ну, так многие считают. Ну, что ж сделаешь. Вот. Я не думаю, что вот наоборот, мне кажется, вот люди, которые придерживаются таких взглядов, они должны, что называется, не в коммунистическом смысле, а в смысле как бы научном, объединяться и обсуждать вопросы. При этом, конечно, по многим вопросам они останутся при своих мнениях, но продвинут какие-то важные моменты. Вот я бы так завершил ответ на этот вопрос. Больше Да. там дополнений нет к этим взглядам. Пока нет. Личные отношения, конечно, сильно влияют на людей. Все ж люди. Да, если вспомнить отношения Айн Рэнд и Ротбарта, там можно роман писать и книг, и сериал снимать. Да. Так что вот так вот. Да, опять же, Имрайн у нас в чате пишет, что меня лично частная собственность перестала устраивать. Вот его лично перестала устраивать. После того, как прочитал доклад Римского клуба в 70-м году с компьютерным моделированием 2100 года. По этому поводу могу только повторить слова профессора Преображенского, да, из «Собачьего сердца». Вы, говорит, не читайте, говорит, по утрам вот этих вот римских газет, говорит, так других же вы никаких и не читайте. Смотрите, вот как бы наши. Не устраивает вас частная собственность, ради бога. Все, что у вас есть, раздайте людям. Вокруг сегодня много нуждающихся, и не будет у вас никакой собственности. То есть, как бы, идеология либертарианства, она вполне допускает, что вот будут люди такие дауншиферы, которые ничего, в принципе, и не нужно. Ну и хорошо. Он сегодня заработал себе на обед, и замечательно. Пожалуйста, а кому-то нужно. Вот что они там моделируют, с позволения сказать, это вот та же вся история, которая с 200-летней периода тянется. Да, вот появилось у людей свободное время, и кто-то оплачивает им вот это вот их всякие манипуляции. Ну, пожалуйста. Человеку грант дали, он начал там что-то считать, что-то смоделировал, потом это опубликовал. Вот. Опять же, это уже из другого булгаковского произведения «Мастера и Маргарита». Говорит, мало ли что, говорит, можно рассказать. Не всему же, говорит, надо верить. Доктор Стравинский говорил. Так вот, не всему же надо верить, мало ли что они там нарисовали. Проксиология – наука, которую вы никак не можете опровергнуть, потому что это наука о человеческой деятельности. Каталактика – это наука об обмене. То есть у Мизеса все очень как бы четко и все понятно. И поэтому, когда оспорить с ним невозможно, потому что там ничего не оспоришь. Поэтому начинает придумывать вот, чего-то как бы другое. Вот, или просто игнорировать. Это тоже хороший способ. Или спорить по вопросам, как бы не имеющим в данный момент существенного значения. Моральные вопросы существенны? Да, существенны. Но к тому, что, о чем мы говорим, они в каком смысле вторичны? Вот они в том смысле вторичны, что они уже в нашем обсуждении, а мораль уже существует. И все мы так или иначе живем по этим принципам, потому что это традиции, это обычаи, это правила. И когда человек говорит, я вот так не могу поступить, он говорит, а почему ты не можешь? Вот не могу поступить, потому что вот у нас родители вот так вот никогда не поступали, вот они вот не обманывали. Ну, все, можно сказать, что это в заповедях написано, а можно сказать, что это просто мораль, так у человека сложилась. Вот и все, поэтому мы должны, как по нашей профессии, сосредоточиться больше на вопросах экономических и обсуждать, какие есть возможности
создания такого общества, в которое бы меньше вмешивались институциональные агрессоры, да, так лучше сказать. Мы их обзываем словом государство, хотя ну, в общем, это опять тогда уже мы очень длинный разговор. Давайте тогда на этом Да, остановимся. ну, с определениями, конечно. Ну, что делать? Мы используем те лексические модели, которые уже у нас есть, но тут ничего не поделаешь. Уже называем, можем называть государством, можем называть институциональным агрессором, можем еще как-нибудь придумать красивых слов. Но это ж не меняет суть. Главное, чтобы никто не вмешивался. Так, ну давайте, может, поговорим о чем-нибудь более приземленном и... Мы, кстати, да, ну, не знаю, мы просто как-то обычно с вами говорим о вещах таких глобальных, занимаемся все-таки больше теорией, а давайте попробуем поговорить там полчасика о практике. У нас вот сейчас 100 дней Трампа, президентства, и эти 100 дней сопровождались, в общем, хаосом, никто не понимает, что творится на рынках, кризис и рецессия уже стучат в ворота или наоборот не стучат. И тут уже никто ничего не понимает, и человек каждый день выходит и говорит какую-то хрень. Сейчас меня любители Трампа будут кидать меня тряпками. Но человек говорит полную хрень, которую без переводчика понять невозможно. То есть его нужно переводить с английского на английский, поэтому, наверное, должна быть целая куча шаманов, которые будут объяснять, что же человек хотел сказать вчера, сегодня и позавчера, и как это соотносится с тем, что происходит именно сегодня. Ну и вот возникает вопрос, как вы оцениваете первые 100 дней на посту товарища Трампа? Хотя Америка вроде бы далеко, но она на нас напрямую, к сожалению, зависит. Америка всегда рядом. Ну вот я, если позволите, как бы раз такой личный вопрос, я тоже с личного представления скажу. В очень далеком 1961 году отец меня повел первый раз смотреть футбол на Харьковском стадионе «Авангард», он там назывался. Футбольная команда в Харькове называлась «Авангард». Потом она стала называться «Металлист», и стал «Металлист». Харьковские болельщики, тогда фанатов не было, были очень интересные люди. Так? Они очень любили свою команду, страшно любили. Но они эту команду постоянно критиковали. То есть никого столько не освистывали. Харьков был очень доброжелательный вот болельщики. Приезжали команды из каких разных городов, им всегда аплодировали, всегда как бы радовались. Своих освистывали практически всегда. Но как только кто-то из своих вдруг добивался какого-то успеха, гол забивал там или отбивал какой-то мяч, то его готовы были носить на руках. То есть вот они любили свою команду и ее ругали. Вот я люблю Америку. Понимаете? Я болею за Америку. Понимаете? И поэтому я готов на вот таком уровне, уже не столько профессиональном, сколько вот эмоциональном, человеческом, критиковать всех американских президентов и правителей, потому что они паразиты, портят жизнь Америки, а поскольку все в мире так или иначе от Америки зависим, то, соответственно, и всем нам. Вот. А отсюда проистекает моя позиция по отношению к Трампу. Понятно, что я не вхожу в секту свидетелей святого Трампа, да, я вообще никого святым не считаю, как говорится, вот как капитан футбольной команды был, да, он хороший, потом, мне важно, чтобы Металлист выиграл, вот что мне было важно, да. Вот, поэтому так и тут. Я хочу, чтобы выиграла Америка. И если когда некоторые поступки Трампа оказываются на пользу Америки, я этому готов внутренне аплодировать. Говорит, смотри, какой молодец, вот он правильно ведет. Но когда он поступает идиотски, извините меня, а это именно так, ну что, значит, будем освистывать. Если что, камнями кидаться не разрешают сейчас, как бы и бутылками, но другими способами будем это показывать. Поэтому понятно, что я, будучи болельщиком Америки, я тоже болел за то, что президентом избрали Трампа, а не эту девушку со странными коллективистскими взглядами. И вообще я очень надеюсь, что демократическая партия после этого
провала на выборах она как-то возьмется за ум, и там появятся лидеры более здравые, пусть им так уж нравится вот это свои взгляды, но ради бога, ну, пожалуйста, пускай будут, но вы хоть чуть-чуть здравые мысли имеете. Поэтому, конечно, приходилось болеть за Трампа. Но то, что Трамп популист, причем, ко всему прочему, это как бы совершенно понятно. Вот. В том, что Трамп, его же, иногда говорят, он бизнесмен. Да не бизнесмен, он застройщик. Это особый бизнес, как бы, который надо вести в условиях зарегулированности государственной, а у них там тоже все зарегулировано, особенно в Нью-Йорке там, и так далее, в больших городах, где он свои вот эти вот хмарочесы строил. Это умение договариваться с противными людьми, с чиновниками, где-то их там умаслить, значит, взятку дать прямо косвенно. Вот с этими взглядами он и пришел. Причем во второй его срок президентский, такой вот неожиданный перерыв, потом снова пришел, это редкость такая американская, он же пришел с обидой огромной. Вот это вот проблема. И когда особенно человек уже в возрасте, я это хорошо понимаю, потому что сам уже такого же возраста. Злого человека очень легко обидеть. И вот он обиженный очень. Он обижен на американцев, что его не избрали. Он очень обижен на Байдена, который вот там ему такую свинью подложил, что система выборов была такая, что там не разберешь, действительно ли там против него голосовали или действительно там действительно. Поэтому он обижен. И он пришел доказывать им, что нет, я такой большой, я великий. С каких соображений? А я со всеми договорюсь. Я на них наеду, потом я отступлю. Вот таким образом он себя ведет. То есть он непредсказуемый человек. А когда на рынке появляется вот такой вот непредсказуемый человек, как ведет себя основная часть рыночных участников, она начинает сворачивать бизнес-деятельность. И давай посмотрим, что из этого будет. Всегда там есть определенная категория истериков и авантюристов. Кто-то в истерику впадает, все пропало. Другой говорит, открылся шанс, давайте вот сейчас, смотрите, как хорошо, цены будут расти, давайте сейчас все покупать. Вот Трамп сейчас придавит цены на бензин, упадут. Ну, в общем, вот это истерично. Другие говорят, да мы не знаем. Когда появляется вот такая непредсказуемость, нельзя. Вот это у Хайека, мы, надеюсь, продолжим с вами разговор, он говорит, нельзя запланировать то, чего мы не знаем. Мы не можем запланировать. Мы можем только признать факт вот такой вот турбулентности. Вот. Но при всем при том мы должны иметь в виду, что американская система, можно назвать правовая, можно сказать, что рыночная, которая фактически сложилась, она настолько устойчивая, что никакой популизм Трампа ее как бы свихнуть не сможет. Поэтому не будет там никакого кошмара, никакой трагедии. То, что Трамп делает и не скрывает этого, что он, оказывается, он собирается управлять указами, вот, не соблюдая даже те этатистские законы, которые приняты в обществе, и не учитывая позицию судов, это кончится для него не очень хорошо, потому что там очень как бы сильна вот эта вот судебная ветка власти, и так все построено, что они могут отменять любое решение, признавая его неконституционным. Там очень хорошая, насколько можно в нашем мире, наверное, одна из лучших в мире сегодня правовых систем. Да, вот он хотел всех выселить, вот этих вот нелегальных иммигрантов, а ему говорят, а коллективной ответственности не бывает. Надо каждого конкретно рассмотреть. Он говорит, так это ж долго. Ну так что ж, если долго? Но если мы не можем допустить, чтобы вы там всех похватали, кого хотите, и лишили его права на свою защиту. Нет, в Америке так не положено. Поэтому, так они же преступники. Мы не знаем, кто они. Так суд же не фильми даже с завязанными глазами. Поэтому вот приходите, будет. Но тогда же результата не будет. Ну, значит, не будет результата. Вот, поэтому, если ты собираешься что-то делать, ты же изучив в какой-то системе работаешь. Поэтому, к сожалению, он проявляет себя как вот человек
не только как популист, но как человек, который глубоко не знает даже ту страну, в которой он решил управлять. Тем более не знает то, что мы называем мировые отношения. Но несмотря на это, у него появляются очень удачные решения. И мы их будем приветствовать. Будет ли какая-то, ну что вы под рецессией понимаете? Под рецессией понимаете, что темпы роста, вот эти вот формальные, которые там считаются статистическое управление, снизится. Если бы вы знали, что они считают и какая цена этим всем расчетам, вы, может, такие вопросы и не задавали. Скорее всего, да, темпов просто не будет, потому что серьезный бизнес займет позицию. Мы посмотрим, что из этого всего получится. Мы не хотим участвовать вот в этих вот вещах. Будем проявлять осторожность, не будем увеличивать объемы, не будем увеличивать закупки. Но где-то на каких-то отдельных рынках, вот он же с Китаем решил бороться. Считал, что он, ну, это же коммунистическая система, ну как вы ее хотите победить? Они десятки лет жили на одном стакане риса. Ну не будет у них производства, ну сократят они это производство, пожалуйста. Коммунистическая партия прикажет и не будут производить. Это запросто, что они этого испугаются, кого вы там испугаете? Или кто-то там решится на коммунистическую партию Китая давить? Никто не решится. Поэтому хороший это путь. Нет, это путь нехороший. Вот. С коммунистами, коммунистов таким путем не запугаешь. Они готовы к тому, что народ даже будет голодать чего-то. Вот. Поэтому некоторые вещи кажутся удивительными. Но несмотря на это, вот если брать наиболее близкий нам вопрос, переговоры с Путиным, о том, чтобы хотя бы остановить боевые действия, честно говоря, мне казалось, что ему удастся добиться перемирия Трампу. Мне казалось, что ему удастся. Не удалось. Вот, не удалось. Тем не менее, я думаю, что все-таки он эту задачу решить сумеет. Тем более не так сложно заставить Путина пойти на перемирие. Надо понимать, что это человек психологический трус. И запугать его не так сложно. Но только надо его не козой пугать, а надо что-то реальное сделать, чем-то его. А он пока его хотел купить. Что мы сказали? Ну, застройщик, понимаете? Он застройщик. Хороший, успешный застройщик. Но вот он тут сюда пришел с такими идеями. То есть, я не знаю, ответила на эти вопросы, я вот порассуждал и свое личное отношение выразил. При всем при том, я желаю ему успеха. Вот. Как личность он замечательная, вне всякого сомнения. Ну, популист, ну что делать? Ну, какие-то вопросы он не знает, а кто все знает? У всех такое есть. Нет у него какого-то об идеологии. Ну, нет, говорит, идеология, у него консерваторов там спрашивают или кто. Ребята, да вы его такими словами умными не пугаете. Это помните, как Винни-Пух говорил? Это, говорит, детская книжечка такая. Говорит, меня, говорит, утомляют эти сильные слова, такие слова. Они ему слова эти совершенно не нужны. И помощничков он себе подобрал, которые тоже не сильно любят вот в такой терминологии. Вроде как он консерватор в смысле вот гендерных вопросов, проще образования, и он там немножко вот эту вот публику прищучил, если так можно выразиться. Насколько это будет эффективно, я не знаю, я не уверен, потому что осуществляя такие вещи, надо бы хорошо знать правовую систему. Получится ли у него вот эти его большие увольнения, вот эти его сокращения финансирования. Это все хорошо, но делать-то это надо в рамках общественного порядка, а ты хочешь сделать его сверх этого порядка. Ну так неизвестно, кто тут победит. У Макаревича была такая песня: не стоит прогибаться под изменченный мир, пусть лучше он прогнется под нас. Так вот, мир не прогнется. Мир не прогнется, это придется учитывать. Ну, вот в этом смысле он как бы консерватор со своими тарифами. Ну, это меркантилистский подход, которому
в этот обед 300 лет уже исполнился, а реально еще гораздо больше. Так все делали. Молились на то, что называется платежный баланс. У австрийцев, и у Мезиса, и у Ротбарда десятки есть работ, где они показывали, ну это еще и до них было, и Вася, и все это показывали. Это совершенно гибельный путь. Я думаю, что все коллеги, которые к вам приходят на эфир, такого же придерживаются. Другое дело, как локально оно может быть использовано, как локально. Но тогда надо предвидеть что-то. Вот. Против Китая это использовать оказалось несерьезно. Вот поэтому я даже не знаю, что там можно пока обсуждать в действии. Вот так вот с серьезной точки зрения. Мы с интересом наблюдаем. Вот я тут почему футбольный такой старый футбол, не нынешний футбол, тогда вот совсем другой футбол. Вот, наблюдаем. Вот мы смотрим, интересно, ну вот играют ребята. Вот мы хотим, чтобы вот наша команда победила. Да, при этом мы будем всячески указывать ей на ее ошибки. Вот, освистывать будем там и так далее. Вот. Но хотим, чтобы выиграла. Даже при Трампе. Да, ну просто иногда удивляет, что человек не знает, когда закончилась Вторая мировая война, или о том, что между Россией и США всего 3 километра расстояния. Ну, как-то вот не получается у человека знать такие вещи. Ну, вот бывает такое, да. Вот, поэтому, говорят, Рейган тоже многие вещи не знал. Но Рейган очень хорошо работал, насколько говорят следующие люди, с помощниками. Ему по каждой ситуации, ему помощники, он как бы был человек пожилой, длинные доклады не любил. Ему на карточках, на коротких писали. Вот такая ситуация, есть такой вариант, такой. Не более 3 вариантов, он больше 3 не рассматривал. Если больше приносили, говорит, только 3. А я потом вам пальцем ткну, вот делать так. Вот, он тоже многие вещи не знал и тоже там путал. Вот. Сейчас не помню, кого, Боливию он там с кем-то путал. Ну вот тут бывают вот такие вот вещи. Это система демократическая, она, к великому сожалению, сейчас может еще, как говорит закон Мерфи, нет такой ситуации, которую нельзя было бы ухудшить еще больше. Вот. Но кажется, что сегодня она до полного абсурда доходит. Иногда случайно, как говорят, слово случайно нехорошее, случайности не бывает, везде есть причинно-следственные связи, но речь идет о том, что иногда все-таки как бы прорываются более-менее разумные люди. Но по настоящему уровню вот серьезных политиков, которые мы знали тогда, вот, допустим, и Черчилля или Чорчилля, как теперь правильно говорят, или там Аденауэра, Эрхарда, да, хотя бы Деголя, ну и таких вот как бы не видно, но иногда прорывается. Во всяком случае, никакой Трамп не либертарианец, не надо его с Милеем как бы никоим образом сравнивать, ничего там такого нет. То, что он хочет сократить аппарат, так и сократить аппараты нормальный татист тоже хочет. Другое дело, что так, как он делает, я не очень уверен, что у него получится сократить реально аппарат, потому что так поступать нехорошо. И там уже пошли иски и все прочее, и боюсь, что это только... И сейчас получилось так, что вот они новый бюджет рассматривают, и получается, что и дефицит у них бюджета увеличивается, несмотря на все это, и расходы у него увеличиваются. Конечно, этот вопрос надо глубоко изучать, те, кто специалисты по бюджетным вопросам Америки. Я таким не являюсь, но видно одно, что реальных изменений в экономике не будет. Но вот от самых таких вот крайних безобразий, которые творились с демократами, наверное, удастся уйти. Вот с вашего позволения я на этом бы хотел свои рассуждения, дозволенные речи прекратить. Тут, кстати, вопрос есть в чате у нас. Спрашивают, а что там по Аргентине? Так вот видите как, вот о том и речь. Лучше бы мы больше уделили внимание как бы Аргентине, вот с точки зрения. А что? А ничего. В моем представлении абсолютно вменяемый президент, который понимает то, что мы опять к идеологии вернемся, да, у него есть представление, как должно быть, но у него есть представление о реальных возможностях.
Поэтому если все думали, что он завтра, так сказать, там государство ликвидирует, и все-таки нет, конечно, он этого не сделает. Поэтому вся его программа, насколько я понимаю, выполняется. Тоже отдельно надо бы готовить и видео давать. У нас же там есть слушатели у вас из Латинской Америки, которые все знают. Вот пусть расскажут. Там тоже есть странные, ну, как бы люди, которые не любят Милея. Вот. Ну, по разным мотивам. Кто-то, возможно, получал много социалки, так, конечно, ему это не понравится. Кто-то по каким-то личным мотивам. То есть, вот. Понятно, что Трамп сейчас весь информационный пространство собой занял. И такая эксцентрическая политика, она и приводит к тому, что об этом будут говорить. Аргентина идет так, как Милей наметил в моем представлении. А что мы от Аргентины хотим? У него есть задача, он их как бы выполняет по уменьшению инфляции, по сокращению аппарата. Для него стоит политическая задача важная. Ему нужно какую-то поддержку парламента получить, иначе он не сможет. У него чрезвычайные полномочия на срок, который заканчивается. Поэтому я думаю, насколько мы судим, он занят конкретными вопросами. Правильно. Да, но тут еще вопрос, насколько один человек может все это потянуть. Мы, может, переоцениваем все-таки роль личности в истории, потому что, как мне кажется. Конечно, переоцениваем. Поэтому вот мы и с вами занялись таким сложнейшим вопросом, наверное, для некоторых скучноватым, как книга Хайека. Конечно, пагубная самонадеянность. Хотели как лучше, а получилась полная ерунда. Вот. Поэтому эволюционным путем надо идти, потому что происходит не так, как человек замыслил, а так, как человек действует. Результаты не замысла, а из человеческих действий. А действия человека, даже как бы идеологически подкованного, потом не всегда соответствуют той идеологии, которую он провозгласил. А как потом получится в результате множества факторов, мы тоже не знаем. Поэтому слепая вера в то, что вот можно сейчас все поменять, и вот завтра мы избавим от государства или отменим его, она пагубная. Процесс идет эволюционный, мы не знаем, как он идет. У нас есть свое представление. Вот. Нам оно представляется правильным. Ну, не значит, что это произойдет вот так вот завтра. Жизнь показывает вредоносность вмешательства государства в жизнь. И поэтому появляются разные личности, в какой-то мере и Трамп тоже, который понимает, что деятельность надо как-то бы немножко их усмирить. Вот. Мы говорим, что ничего не получится, потому что он же Десота не читал, он же не знает. Но, тем не менее, а вы на его месте как бы поступили. Я имею в виду к тем, кто считает, что он как бы недостаточно либертарианец. Ну, что делать? Ну, так многие не либертарианцы. Кстати, критики Милея говорят, что это не Милей проводит реформы, а он повыгонял всех своих либертарианских друзей, а поставил там консерваторов из старого правительства, из банков, которые и занимаются консервативной политикой. Ну, может, они хорошо знают, как бы там их отношения, вот, и у них основания есть так говорить. Но какие либертарианские друзья? Да, либертарианская партия была и до Милея. Они его туда пригласили, как вот человека такого эпатажного, умного, который может вот это вот все сделать. Да, но я понимаю, что, возможно, эти люди совершенно непригодны для реальной работы. И нужны те, кто эту реальную работу может сегодня выполнять. Потому что просто рассказывать, как должно быть, это тоже работа отдельная. А у него там много административных дел сегодня. Невозможно вот так вот взять и все отменить. Это будет постепенный, медленный эволюционный процесс. Все получается эволюционным. Когда вмешиваются революции, не все равно, какие они коммунистические, либеральные, либертарианские, марсианские, еще какие-то. Они могут, конечно, все, как говорится, переколбасить, да, на время, а потом оно все равно обратно все вернется. Вот. Народ, уставший от свободы, востребует
цепей, да, сейчас точно не помню цитату, как Максимилиан Волошин, можно считать его украинским поэтом, писал. Поэтому, да, говорит, вы сейчас это все вроде сделаете, пошло, а потом все равно, ну, и дали товарища Сталина. А как они думали? Они же кричали, что все, теперь свобода в 17 году, твори, что хочешь. Вот, получилось. Так и тут, не надо. Изучаем внимательно труды наших классиков. У нас есть как бы кого изучать и кого слушать. И тогда мы будем правильно понимать то, что происходит, и не ожидать, что произойдет что-то такое, что произойти не может. Вот я бы так сказал. И сосредотачиваемся больше вот на научных вопросах, а это более важно, чем на каких-то формальных спорах, как что называть. Ну, по-разному называли люди это. Ну, Хайек не называл себя либертарианцем. Искал термин, так и не нашел никакого. Хотя, казалось бы, такой мощный ум. Вот. Мизеса называли последний рыцарь либерализма. Да? Вот. Замечательная книга, вот об его, всем рекомендую прочитать, ее очень трудно, потому что она очень толстая, она хотя бы кусками. Хюльцманом. Да, но тем не менее иногда хочется поговорить и хочется, да, ну поговорить. Вот мы и поговорили. Кстати, да, если сейчас что удобно, что можно все аргентинские газеты там в виде сайтов прочитать и посмотреть, как оно есть на самом деле. Даже не зная испанского языка, сейчас хороший переводчик. И правой кнопкой мыши можно перевести с любого языка. Вот до чего дошел. Да. Так что, ну ладно, кому интересно, можете подготовить доклад о Милее, и мы с вами поговорим в прямом эфире, расскажете нам, как там. Очень интересно было послушать человека из Аргентины, который там, как говорится, в этом все видит своими глазами. Это было бы интересно. Ну что, час мы проговорили, наверное, сегодня будем заканчивать. Спасибо большое, Борис Савич. Пока мы говорили, биткоин уже больше 101 тысячи стоит долларов, так что сегодня такой день роста всех криптовалют. Непонятно на фоне положительных каких-то, вернее, нейтральных новостей ФРС. Там еще сегодня Трамп подписал договор. Ну, это истеричный, я бы сказал, да, истеричный подход. Ну, понятно, люди побежали туда. Ну, ничего. Люди сейчас побежали, да, и, ну, хорошо, поднялось в цене. У кого есть, можно продавать. Чуть позже, еще подождать пару дней и смотреть. Ну, если лучше продавайте сразу, потому что мы не знаем, что там завтра популисты объявят. Они могут. Ну, вот в этом есть и прелесть полного хаоса, большая волатильность, можно зарабатывать, делать деньги ни на чем. У кого к этому есть талант. Есть талант, так что зарабатывайте. И можете слать нам тоже деньги, если будут лишние, после того, как поможете армии. Ну что, всем спасибо. Спасибо большое, Борис Савич. Спасибо всем, кто нас смотрел. Не забывайте подписываться на наш канал, кто еще не подписан. Подписывайтесь не только на YouTube, на Facebook, на Twitch. В общем, ставьте лайки, пишите комментарии. И до встречи с Борисом Савичем через 2 недели. А завтра вечером в 21:00 Сергей Рачинский всю актуальную информацию, что произошло за неделю, нам всем расскажет. Все, всем спасибо и пока.